Перед выборами 2020 года Лукашенко действовал по отработанной схеме, устроил тотальную зачистку политического поля. Наиболее опасные конкуренты Виктор Бабарико и Сергей Тихановский были отправлены в тюрьму, а Валерий Цепкало хоть и остался на свободе, но не прошел регистрацию в качестве кандидата в президенты. Также за решеткой оказались старые оппозиционеры, активисты, которые, по мнению диктатора, могли повести за собой людей в случае массовых протестов. Павел Северинец, Николай Статкевич и представители новой волны из команды Тихановского. После этого Лукашенко даже разрешил ЦИК одобрить заявление об участии в выборах жены Сергея Тихановского, Светланы. У нас конституция не под женщину. И у нас общество не созрело до того, чтобы голосовать за женщину, потому что у нас по конституции президент обладает сильной властью. У нас конституция такая, что даже мужику тяжело нести эту ношу. А если ее загрузить на женщину, она рухнет, бедолага. Но он просчитался. Возможно, 25 лет назад избиратели с пониманием восприняли бы такой юмор, но не в 2020-м. Общество изменилось, а диктатор нет. Светлана Тихановская стала классическим кандидатом протеста, вокруг которого объединились все люди, желавшие смены власти в Беларуси. Так, в июле 2020 года возник триумвират представителей 3 штабов кандидатов в президенты. В него вошли Светлана Тихановская, Мария Колесникова и Вероника Цепкало. Так белорусский протест получил женское лицо. Поездки по стране в последние недели перед выборами 3 женщин, сумевших так легко объединиться ради общей цели, их выступления перед людьми породили небывалую прежде эйфорию и надежду на перемены. Их знак – белый браслет. В августе он стал символом протеста. Именно по нему наблюдатели на выборах определяли реальную картину проголосовавших за перемены. За этим последовала небывалая в истории Беларуси волна полицейского произвола. Произвола и насилия, пик которого пришелся на промежуток с 9 по 11 августа. Десятки тысяч людей одномоментно оказались в местах задержания, где подверглись страшным пыткам, избиениям и унижениям. Одним из ответов стали женские марши, когда на улицы городов выходили женщины в белой одежде с цветами, подчеркивая мирный характер протеста. Весь мир обошли фотографии, на которых белорусские женщины прикрывают собой мужчин, защищая их от задержания сотрудниками силовых структур. Конечно, так не могло продолжаться долго. В конце концов, Лукашенко пришел к идее гендерного равенства. По крайней мере, в том виде, в котором он это понимает в своем извращенном сознании. Вскоре с вышедшими на улицы белорусскими стали обращаться столь же жестоко и брутально, как и с белорусами. Сегодня в тюрьмах и изоляторах велико количество женщин. Они терпят такие же лишения и унижения, что и мужчины. Женский протест, как и в целом белорусская революция, загнаны в подполье. Выходить на улицу с цветами или одеждой бело-красно-белых цветов сегодня просто опасно. Но идея честных выборов, справедливого устройства общества, уважения прав всех людей по-прежнему живы. Лукашенко и его опричники не смогут долго контролировать гнев и недовольство, которые копит белорусский народ. Прямо сейчас многие устали, а кто-то разочаровался и впал в неверие. Но, как говорил Уинстон Черчилль, если вы идете через ад, не останавливайтесь. Нам просто нужно продолжать наше дело, делать все возможное, всем вместе. Свободные мужчины и женщины в белом еще вернутся на улицы белорусских городов.